Друзья, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылочка на него находится в описании под роликом. У нас там выходит очень много интереснейших новостей и видеороликов прямо с фронта. Заранее всем огромнейшее спасибо. Россия в сложном положении. Ведущие военкоры оценили нападение СБУ на стратегический актив ВКС Российской Федерации. Множество комментаторов думают, что Россия оказалась в сложном положении. Например, военкор Юрий Котенок отметил, что на 4-й год СВО практика «государство проходной двор» продолжает приносить печальные результаты. Он обратил внимание, что вслед за терактами с подрывом железнодорожной инфраструктуры в приграничных с Украиной областях с человеческими жертвами, украинский режим атаковал базы стратегической авиации Российской Федерации в нескольких регионах, которые находятся на значительном удалении от линии фронта, практически 5000 километров. Это явная попытка, если не лишить Россию одной из составляющих триады стратегических ядерных сил, то сократить наши возможности радикально. Последствия ударов уточняются, но совершенно ясно, что они не последние, и в ближайшее время следует ожидать новых вылазок. Сам противник уже хвастается уничтожением около 40 бортов, включая самолеты стратегической авиации на 4 авиабазах России. Чем ответит Россия? А чем отвечала на тотальный террор за годы СВО? Озабоченностью и скрупулезными отчетами о поражении военных объектов на территории противника, эффективность которых порой вызывает вопросы. Ответит пустым орешником и балабольством говорящих голов и СМИ, рассуждает военкор. В представлениях военкора Российская Федерация выступает в затянувшемся конфликте с Украиной не просто вторым номером, не отвечая на акты геноцида в отношении собственных граждан и позволяя противнику методично и целенаправленно уничтожать свои войска. Отказ от жестких решений в условиях боевых действий и нежелание проводить диверсионную работу на территории противника может вызвать разочарование, недоумение и даже подозрение у общественности. Мы 4-й год ожидаем наказания наций, которые калечат наших детей, а взамен нам предлагают обещание переговоров с пустым президентом, решение которого ничего не стоит. Россия в сложном положении, когда главным дефицитом становится отсутствие политической воли в ее руководстве, добавил военкор Котенок. Он уточнил, что под украинским ударом оказались беззащитными не только стратегические бомбардировщики ВКС России, но и состоятельность российского военного руководства, ни больше, ни меньше. Военкор возмутился, что подход Российской Федерации к диверсионной и контрдиверсионной работе как минимум вызывает сомнения в компетенции лиц, отвечающих за эти направления деятельности. Покрышки на крыльях самолетов вместо защищенных ангаров на 4-й год войны – это уже даже не халатность. Стоимость одного дрона из тех, что атаковали наши авиабазы, от $300 до 1500, а стоимость самолета стратегической авиации около $100 миллионов и выше. Почувствуйте разницу. Заново создавать, восстанавливать наш паритет с геополитическими противниками мы будем очень долго. И есть подозрение, что нам просто могут не дать этого времени, подчеркнул Котенок. Отреагировали и другие российские военкоры, общественные деятели и активисты. Так военкор Александр Коц написал у себя в блоге, что российские власти не должны скрывать случившееся, и объяснил почему. Сейчас важно сказать правду, какой бы горькой она ни была. Молчанием воспользуется враг. Недомолвками воспользуется враг. Враньем многократно воспользуется враг. И на каждый аргумент у него будет видео с дронов и спутниковые снимки. Войну мы все равно выиграем. Надо только не врать себе, иначе вместо правды вакуум заполнится информацией противника, разъяснил Коц. Военкор Александр Симонов также прокомментировал удары противника по аэродромам в нашем глубоком тылу. По его мнению, эмоциями делу не поможешь. Переживать и нервничать по этому поводу можно до бесконечности, но это не имеет смысла. У противника пока что нет серьезных средств поражения большой дальности ракет. Но противник ведет войну, в которой придумывает способы, как дотянуться туда, куда не может. И у него это получается, потому что до сих пор война у нас идет, к сожалению, не у всех. И это касается не только военных. Достаточно посмотреть видео, где люди просто стоят и смотрят, как из фуры вылетают птицы и долбят военный объект, как будто это кино показывают. Поверьте, например, в Луганске эта картина была бы совсем другой, написал Симонов. Как считает Симонов, российский глубокий тыл теперь также находится под вражеским ударом. Это факт, это надо признать.
Случившееся является черным днем для стратегической авиации ВКС России, но военкор уверен, что из произошедшего будут сделаны правильные выводы. Он напомнил, что у ВСУ вообще нет глубокого тыла. Несколько лет вооруженные силы России бьют на всю глубину и могут достать до любого места. А теперь и они смогли. Дадут им ракеты, будет еще хуже и больше. И к этому должны быть готовы не только военные, но и общество, подытожил Симонов. При этом военкор Алексей Живов заметил, что 1 июня 2025 года противник Москвы в лице США, Евросоюза и НАТО руками украинских спецслужб снизили оборонительный ядерный потенциал России. Но насколько это серьезно для безопасности страны, пока не ясно. Очень сложно удержаться от искушения чужими руками оскопить ядерную триаду вероятного противника. Наши оппоненты от этого искушения не удержались. Естественно, перед этим они несколько лет тщательно изучали типичные реакции России на военные угрозы подобного рода и, убедившись, что мы не будем серьезно эскалировать конфликт, даже в таком случае, нанесли удар. Но опять же, не стоит рассматривать сегодняшний удар по военным аэродромам только через эту призму. Сегодня наши оппоненты создали задел на большую войну, в которой они готовятся в 27-29 годах. Они прекрасно понимают, что восстановить своих стратегов за столь короткий срок мы не сможем. Украина – жирная пешка в большой и длинной игре против России, цель которой вывести Россию из уравнения большой игры, даже на постсоветском пространстве, добавил Живов. Однако общественный деятель Олег Царев думает, что Россия не станет применять по Украине что-то более мощное, чем уже применялось до этого. Почему-то многие считают, что сейчас мы обязательно ответим мощным ударом, ведь нашей стратегической авиации нанесен серьезный урон. Мол, это наш русский Перл-Харбор, и последует такая же жесткая реакция, как когда-то после той атаки. Но я так не думаю. Нашему Черноморскому флоту уже нанесли колоссальный урон, хуже некуда. И что? Разве мы тогда жахнули? Резюмировал Царев. Ну что ж, посмотрим. Я думаю, что эта неделя все покажет и расставит на свои места. И еще одна интересная новость. Британские и французские чиновники, которые разрабатывают план размещения миротворцев на Украине, на встрече в Гааге допустили, что президент США Дональд Трамп откажется от попыток урегулирования между Москвой и Киевом и бросит Украину, утверждает британская «Телеграф». Как пишет газета, представители двух стран согласились с необходимостью переключить внимание с возможной отправки европейских войск, которые следили бы за соблюдением режима прекращения огня, на долгосрочную поддержку обороны Украины без участия Соединенных Штатов. Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не останутся на борту, рассказал изданию источник, который назвал атмосферу встречи гнетущей. Еще один источник европейской дипломатии отметил, что в основном шла речь о том, как сохранить необходимую поддержку Украины с учетом того, что Вашингтон в вопросе помощи ограничится только передачей разведданных. Мы также согласились с необходимостью усилить экономическое давление на Россию, добавил собеседник издания. Интересно, через 100 дней президентства Трампа у них уже есть план действий? Или они сами не верят в то, что тот соскочит, а все эти разговоры просто имитация? Основания сомневаться есть, учитывая, что Трамп и впрямь много говорит, но мало делает. Совершенно непонятно, как эти люди собрались противостоять нам и дальше с таким-то уровнем планирования, говорит политолог Андрей Милюк. По первому сроку Трампа известно, что он дотошно старается исполнить свои предвыборные обещания. Насколько это у него получается – другой вопрос, но он пытается. Всю предвыборную кампанию Трамп говорил о том, что перестанет помогать Украине и закончит войну как можно скорее. Трамп выиграл выборы полгода назад. Год назад уже можно было прогнозировать его победу. Но серьезно рассуждать о том, как воевать с нами без помощи Трампа, европейцы начали только этой весной. Очевидно, что ему глубоко плевать на то, что происходит в Восточной Европе. Дома у него хватает проблем, причем куда серьезнее. Очевидно, что сейчас он ищет возможность выйти из конфликта так, чтобы это не выглядело поражением США. Думается, что Трампа устроит ситуация, когда конфликт на Украине продолжится и далее. Вся тяжесть поддержания Украины на плаву ляжет на Евросоюз. Американские оборонительные предприятия будут завалены заказами из Европы на годы вперед, а любое движение американцев в пользу Украины будет немедленно оплачиваться Францией или Германией. Для нас тут принципиально мало что изменится. Американское оружие будет поставляться на Украину, как и раньше. Американские отпускники, как и раньше, будут сидеть за пультами управления патриотами. В долгосрочной перспективе это, конечно, сильно ударит по Евросоюзу, поскольку воевать – развлечение дорогое. Но нам куда важнее минимизировать участие США в летней военной кампании.
Согласится ли Илон Маск выключить Starlink для ВСУ? Согласятся ли американцы перестать предоставлять им разведданные? Конечно же нет. Ведь это бизнес, и этот бизнес хорошо идет. Я думаю, на самом деле европейцы ни в чем не уверены. Они не знают, будет ли Трамп поддерживать Украину или перестанет это делать, выйдет ли американский президент из переговорного процесса или продолжит занимать публичную позицию стороны, которая заинтересована в мирном урегулировании этого конфликта, говорит политолог, председатель Кроу-центра политического просвещения Иван Мизюха. Правда заключается в том, что европейцы ничего не знают, и они готовятся к самому худшему для себя сценарию. А самое неблагоприятное для них развитие событий – это выход США из этого конфликта. Что значит бросит Украину? Перестанет давать деньги, оружие, выйдет из переговорного процесса? Как они это себе вообще представляют? А это будет означать, что Соединенные Штаты Америки, вероятнее всего, пустят ситуацию на Украине на самотек, что не устраивает Европу. Но на самом деле, исходя из позиции сегодняшнего дня, выход США из украинского кейса, назовем его так, обернется большими рейтинговыми потерями для Дональда Трампа внутри страны. Вообще о том, что Трамп бросит Украину, говорят не первый раз. И представители Трампа намекали, что это может произойти. А вот произойдет ли и когда? Трамп хотел бы, чтобы урегулирование конфликта происходило стремительнее. Соскочить с переговоров – это некий шантаж как в отношении Российской Федерации, так и киевского режима. Ну, допустим, Трамп бросил Украину. Действия Европы какие? А главное, какими могут быть их результаты и последствия? В таком случае Европа будет стремительно милитаризироваться. На самом деле уже сегодня, по сути, принято решение о том, что Европа переходит на рельсы военного кейнсианства. Это не шутки, это реальность, с которой мы уже сегодня живем. Европа вообще готова к такому сценарию? Времени на подготовку, кажется, было предостаточно у них. Конечно, в полной мере к этому сценарию она не готова. Но подготовительную работу уже провела. Однако, по большому счету, Европа в лице ее национальной политической элиты до конца не осознает, какую опасность для нее несет Украина. В какой-то момент объединенная Европа это осознает, но будет уже поздно, потому что придется пожинать последствия. А нам такое развитие событий было бы выгодно. Вести прокси-войну только с Европой проще, чем со всем Западом. Нам было бы выгодно, если бы Дональд Трамп оказал действенное воздействие на Зеленского и его клику, чтобы он осознал реальность и пошел на переговоры о первопричинах украинского кризиса для его урегулирования. Но пока это выглядит маловероятным. Тем не менее, Российская Федерация никогда не отказывалась от достижения цели специальной военной операции мирным, то есть дипломатическим путем.